Привет, друзья! Меня зовут Владимир Исаев, и сегодня у нас на обзоре педаль тремоло от компании TC Electronic Pipeline. Поехали! В этой педали есть, собственно, все, что мы можем ждать от тремоло. Единственное такое «но» — это монофоническое тремоло. Это не тремоло, которое будет работать справа-влево, слева-право. Это монотремоло, такое типа скорее под винтаж. Про слово «винтаж» мне, естественно, подсказала здесь надпись на переключателе. У нас есть здесь, по большому счету, два больших режима работы. Это винтажное тремоло, как в старых комбиках от Fender, ну и там Vox. То есть винтажное тремоло, плавная синусоида. И есть Square волна, это бульвар сломанных мечтаний, такое, назовем тремоло, которое мы послушаем, вы сразу поймете, о чем здесь речь. Давайте сначала поговорим про обычное винтажное тремоло. Какие можно придумать параметры для тремоло? Да, во-первых, прежде всего, что такое педаль тремоло для тех, кто, может быть, не знает? Вот звук без педали тремоло. Многие его ошибочно называют вибрато. Это не вибрато. Ну, знаете, как самая распространенная ошибка вообще, в принципе, называть ручку на гитаре ручкой тремоло, а эффект, который вы услышали, когда я включил педаль тремоло, называть вибрато. Абсолютно не так. Тремоло — это поднятие, опускание громкости. Да? То есть, по сути, что у нас? У нас по определенной траектории, с определенной скоростью опускается и поднимается громкость. Соответственно, что мы можем контролировать при этом? Стандартные параметры — это глубина тремоло, да, оно, соответственно, может быть вообще практически незаметным. И я могу углублять это изменение громкости. Пока не сделаю его абсолютно таким бросающимся в глаза и основополагающим эффектом, который мы слышим, да? Кроме того, наверное, самый такой еще второй заметный параметр, который мы можем придумать, это скорость, с которой работает тремоло. Кроме того, когда мы включаем тремоло, у нас же, понимаете, да, громкость типа падает и возвращается обратно. Но суммарная громкость в целом у сигнала как будто бы становится тише. Если мы внутри, мы играем на гитаре, включаем тремоло, и первое ощущение, что мы стали тише в миксе. В общем, чтобы такого не происходило, на хороших педалях тремоло, таких как Pipeline, есть ручка громкости отдельная, которой можно забустить сигнал. И мне нравится, она работает в пределах разумного. Она не убирает сигнал абсолютно, и она не добавляет его слишком много. Она, в пределах разумного, в общем, добавляет сколько... Вы поняли, вы услышали. Из оставшегося, да, о чем я не сказал, что можно контролировать у тремоло, это можно проконтролировать, по какой форме волны идет это самое поднятие и опускание громкости. Винтажное тремоло, как я сказал, довольно синусоидное. Кроме того, здесь есть режим работы, который называется Square. И уже по одному названию Square, на русский переводится как квадрат, можно понять, что форма поднятия и опускания громкости у нас будет квадратная. Если я, например, переключу на квадратный режим и сделаю глубину максимальной, то я получу эффект вот такой. Понятно, да? Такой известный многим эффект, который придает нашей игре какую-то ритмичность. Здесь же у нас возникает вопрос, а как отрегулировать скорость так, вот этой вот ручкой крутить,
Тут же нет никакого экранчика с BPM. А нам надо, чтобы это все было точно. Да? У нас барабанщик отсчитывает начало песни, и нам нужно ворваться в нее ритмично, чтобы начало движения совпадало, чтобы конец движения совпадал. Что же для этого нужно? И для этого мы обращаемся к скрытой функции, которая, правда, здесь подписана в названии тап-тремоло, тап-темпо. Скрытая функция, потому что до нее сразу не догадаешься. Здесь есть тап-темпо, здесь есть возможность натапать ногой нужный темп. Соответственно, допустим, у меня темп песни вот такой. Для того, чтобы я начал играть синхронно вместе, чтобы тремоло начало играть синхронно вместе со мной, я удерживаю кнопочку True Bypass и, собственно, удерживаю и потом тыкаю. И можно услышать, как у нас уже фон начал быть более ритмичным. И, соответственно, начал четвертями мигать. Если я хочу, чтобы он мигал не четвертями, а, например, четвертными триолями, я переключаю режим, вот эту правую нижнюю ручку, на режим четвертных триолей. Если я хочу, чтобы он мигал восьмыми, да? Восьмыми с точкой. 16-ми. И вот мы уже и можем повторить ритмично начало знаменитой песни. Кроме того, есть еще режим, который в данной педали обозначен четвертью и восьмой триолью. Давайте послушаем, как это звучит. Соответственно, у нас играет целый такт. Сначала тремоло в режиме четверти, потом в режиме восьмой триоли. Я думаю, что это все нужно для того, чтобы для вас обрела смысл последняя настройка у режима скорости стоп-темпа. Это кастомная. Естественно, можно зайти в приложение, подключиться по USB или там, через телефон и настроить движение так, как вы хотите. Например, вы хотите, чтобы у вас был один такт, даже не такт, а там 2 удара 16-ми, 2 удара 8-ми, чтобы у вас было та-та-та-та-та-та-та-та. Например, вашу песню нужно так. Соответственно, вы это можете здесь настроить. Послушаем, что изначально стоково. Изначально просто четверть, похоже. Соответственно, кастомная настройка зависит абсолютно от вас. И кроме того, кроме классических режимов Vintage и Square, здесь есть любимый нами Tone Print. Что такое Tone Print? Если вы никогда не смотрели обзоры на педали от компании C-Electronic, то это может вас удивить. Tone Print — это такая штуковина. Вы подносите телефон, на котором открыто приложение Tone Print, к звукоснимателю вашей гитары, нажимаете на кнопочку, и импульс передается через звукосниматель гитары напрямую в ваше тремоло с помощью, не знаю, инопланетных технологий. Мы, наверное, вам это покажем, как работает. Однако тут есть некоторые сложности, которые надо, наверное, знать и любому покупателю таких педалей. Если вы, как и я, обладатель процессора гитарного, через который вы в основном играете, или у вас большой сложный педалборд, и на пути движения этого пайплайна есть какие-то педали, сильно меняющие звук, то никакой эффект нормально не передастся. Соответственно, если я через процессор, даже если я у него уберу все настройки и выключу все эффекты, попытаюсь, у меня из гитары идет сначала в процессор цифровой, а после цифрового процессора идет в педаль, если я попытаюсь так передать Tone Print, то ничего не получится. Нужно прямое соединение. И кроме того, это, в принципе, такой сложный процесс. Во время песни вы это делать не будете, вы это будете делать как-то там отдельно. Соответственно, Tone Print, что это такое? Это заранее готовые настройки разными артистами под их песни,
который они сделали для педали Pipeline, и вы можете послушать, как другие известные артисты используют педаль тремоло. Вот. Насколько это интересно конкретно педальной тремоло, у которой так мало настроек, на самом деле не очень интересно, но давайте все равно посмотрим, как это устроено. Итак, друзья, подключили гитару напрямую к Pipeline, на телефончике открыли приложение TonePrints и выбираем из списка большого разных возможных педалей от компании TC Electronic, которых накопилось сколько. Pipeline. Видим набор артистов, довольно интересный. Тут есть Ронни Бамблфут, есть Хенрик Линдер из группы Dirty Loops. Да, это и басисты тоже используют тремоло. Мэри Спендер довольно известна. В общем, много разных персонажей. Давайте вот у Мэри Спендер и попробуем послушать тремоло. Итак, изначально настройки сейчас вот такие. Тремоло. Передаем тремоло напрямую через телефон. Говорим, да-да, все понятно. Подставляем. Телефон поговорил с тремоло на своем каком-то языке и... Вот такие вот настройки предпочитает Мэри Спендер. Давайте послушаем, чем нас удивит Бамблфут. Передаем его на педаль. Раз, два, три. Произошло. И... Как видим, Бамблфут предпочитает тремоло побыстрее. Немножко абсурдно, конечно, это все. На мой взгляд. То, что здесь... Сейчас попытаюсь объяснить. Меня всегда удивляло в педалях TC Electronic то, что они запихивали, например, в октавер, запихивали всякие хорусы и фейзеры для того, чтобы удивить пользователей на тонпринтах. Здесь же в тонпринты, по сути, просто разные настройки обычного тремоло, и, наверное, тремоло не такой удивительный эффект, как там фейзер и прочее, что... ты не сделаешь какую-то задержку на фейзер, на тремоло, или ты ее не смешаешь особо ни с каким хорусом, ни с чем. В принципе, тремоло уже достаточно самодостаточный. Тремоло уже вполне полноценный эффект, который обычно ни с чем не смешивают, поэтому и тонпринты здесь, на мой взгляд, немножко не настолько эффектно звучат, как в многих других педалях от компании TC Electronic. Тем не менее, функционал у тремоло более чем достойный, и звучание очень интересное и приятное. Ну что, друзья, как вам педаль от TC Electronic? Мне кажется, прикольно. Можно много чего настроить самостоятельно и с самой педали, но и углубившись в тонпринты, можно тоже много чего найти интересного. Из минусов могу, наверное, сказать только неожиданное отсутствие стереорежима и, может быть, отсутствие гармонического тремоло, которое сейчас довольно стало популярным. Гармоническое тремоло — это тремоло, у которого сигнал делится на высокие и низкие частоты, и по громкости меняется, в общем... Часть частот меняется в один момент, часть частот меняется в другой момент. Получается такой интересный эффект, похожий чем-то, не знаю, даже на хорус. В общем, не совсем обычное тремоло, сейчас супер модное. Жалко, что они его сюда не встроили. Хотя, наверное, если углубляться в тонпринты на компьютере, может быть, и такое там тоже можно найти. Кроме того, естественно, как я и сказал, через компьютер можно это все регулировать. Здесь есть для этого выход USB. Мне очень понравился вот этот вот режим, когда у вас один такт идет тремоло четвертями, один такт идет триолями, и то, что это можно настроить, это можно действительно какую-то фантазерскую изюминку в авторский материал внести. Ну и в целом, что можно еще тут хотеть? Тап-темпо есть, звучит классно, звучит уверенно, звучит хорошо.
Друзья, я на этом с вами прощаюсь. Ставьте нам лайки, если понравилось видео, напишите комментарии, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну вы и сами все знаете. До новых встреч. Пока-пока. Слушай, а это можно микс поменьше? Микс, по-моему, поменьше, если очень жестко. Что ты говоришь? Микс поменьше можно? Как-то что-то прям жестко очень. Микс. Да, под этот трек. Давай Так, еще.